Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов, посвященных обзорам советских правительственных автомобилей. И сегодня я вам покажу, на мой взгляд, один из самых симпатичных лимузинов ЗИЛ-41052. Это бронированная версия обычной модификации ЗИЛ-41047, и эта масштабная копия давно снята с производства. Она выпускалась под брендом Deep Models, и эти модели показали в 2012 году. На тот момент цена на это изделие составляла 2700 рублей. Это ни много и ни мало, средний уровень для моделей с такой проработкой. И уже как-то говорил, у меня такое ощущение, что эти модели по заказу Deep Models делал бренд TrueScale Miniatures. Очень похожа стилистика, то, как разработана, как изготовлена масштабная копия, и точно такая же упаковка. И, например, я вам покажу Cadillac от TSM, и как раз вы можете наглядно посмотреть точно такой же дисплей-кейс, точно такая же картонка, только отличаются надписи, и модели примерно одного уровня. Правда, стоит отметить, у TSM более богатая детализация. На модели ZIL-41052 довольно много упрощений, нетипичных для этого ценового сегмента. Но в целом эта модель меня приятно удивила, и пока что на сегодняшний день, если говорить о промышленных изготовителях масштабных копий, это лучший вариант на рынке. И эта модель намного превосходит старый советский лимузин от Агат, также журнальное изделие, и в серии «Автолегенда СССР» откровенно неудачная масштабная копия, и единственный лимузин ЗИЛ, который можно сравнить с вариантами от Дипа, это модификация 4104. Там более-менее масштабная копия походит на настоящий прототип. И эти модели были изготовлены для гаража особого назначения к 90-летию. Скорее всего, заказчиком выступал именно ГОН, поэтому Дип предложил довольно большой ассортимент именно правительственной техники. И опять же, у меня вопросы, почему они не продолжили эту серию, ведь можно было выпустить и короткобазную модификацию такого автомобиля, также ЗИЛ-117, другие медицинские автомобили, которые сопровождали кортеж, ведь Дип выпустил только один вариант в медицинском исполнении, и можно было дополнить эту серию и другой техникой, которая встречалась вместе с данными автомобилями. Но, тем не менее, давайте распакуем коробочку, посмотрим на масштабную копию поближе. И также мне не очень понятен выбор первых лиц, которые использовали эту технику. Например, здесь генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев, но он также передвигался и на Mercedes-Benz S-класса в кузове W126. Например, можно было сделать и такую модель, ведь Дип выпустил и 140-й Mercedes в кузове Pullman, также 220-ю модель и 221-ю модификацию, а почему-то здесь именно ЗИЛ-41052. На задней стороне упаковки присутствуют два герба, также надпись «90 лет ГОНу». На нижней стороне есть различная информация, которая касается производителя. Естественно, эти модели изготовлены в Китае. Есть артикул, по которому можно найти модель в интернете. И у этой модели довольно массивный дисплей-кейс. И из-за этого кажется, что модель изготовлена из металла, но на самом деле это изделие из полимера довольно легкое. И его лишний раз не стоит откручивать от подставки, потому что очень много хрупких деталей. Довольно аккуратная покраска, более-менее хороший уровень детализации, повторюсь, хотя есть некоторые оговорки, и также вполне хорошее качество сборки. Во всяком случае, конкретно на этом экземпляре я не нашел пятнышек клея и криво установленных деталей. Хотя, если посмотреть на другие лимузины ЗИЛ от Дип в моей коллекции, на некоторых моделях по истечении времени начали отклеиваться молдинги. Эта проблема присуща не только изделиям от этого бренда, и у Neo, и у GLM встречаются похожие явления, но это просто несоблюдение технологии производства. Когда модель вынимается из литьевой формы, ей нужно дать некоторое время, чтобы полимер дал усадку, а зачастую производители экономят, сразу пускают модель
под покраску, под сборочные работы, и уже после того, как она дойдет до магазина, начинаются отклеиваться детали. И давайте посмотрим, как у этого автомобиля изготовлен салон. Прекрасная проработка, отлично смотрится панель приборов, и так как это бронированная версия, тут немножко отличается окантовка на оконных рамках, и стеклышки также немножко затемнены. Они отдают зеленым оттенком, и создается такой эффект, что стеклышко толстое. В принципе, как и на настоящем автомобиле. Еще раз повторюсь, не очень понравилось то, как изготовили дверные ручки. На этой модели они просто обозначены серебристой краской. Можно было сделать и хромированные детали, или небольшие элементы из фототравления, но вот такая технология эту модель приближает больше к журнальной серии, нежели к дорогостоящему бренду. Но понравилось качество хрома. Если посмотреть на декоративные молдинги, они сделаны очень ажурно, выглядят вполне реалистично. Также очень симпатично сделаны поворотники и габаритные огни на передних и задних крыльях. Прекрасно проработана светотехника, на фарах присутствуют микроскопические стеклоочистители, и также очень хорошо сделана решетка радиатора. Прекрасно смотрится маскот, значок ЗИЛ. Вместо регистрационных номерных знаков тут таблички с надписью «90 лет гону». Хотя, опять же, если этот автомобиль закреплен за определенной личностью, можно было взять и регистрационные номера настоящего автомобиля. Присутствуют противотуманные фары, они нанесены просто прозрачным оранжевым лаком. Во всяком случае, мне мало верится, что это пластиковая деталь, не очень похожа, хотя могу ошибаться. Очень маленькая деталь, и сложно рассмотреть, из чего она сделана, без увеличительного стекла. Также на переднем крыле и на задней части автомобиля установлены небольшие антенки. И на крыше тоже есть антенка. Интересно то, что две передних антенны сделаны серебристыми, а задние в черном цвете. Также можно посмотреть на пассажирский отсек. Просматривается окрашенное сиденье, отлично сделано напольное покрытие, и в целом особых нареканий к качеству проработки салона этого автомобиля у меня нет. У Дипа в серии Гон встречались как очень хорошие модели, так и не очень удачные. Например, ЗИЛ-111, на мой взгляд, совершенно не удался, и та модель по уровню проработки проигрывает этим ЗИЛам, а эти машины, включая все недочеты, более-менее на хорошем конкурентоспособном уровне. Также мне очень понравилось, как сделана задняя часть. Отлично смотрятся фонари, выделены поворотники, огни заднего хода, также на крышке багажника установлен шильдик ЗИЛ, и у этого лимузина задняя часть занавешена небольшими занавесками. И это тоже детали из полимера, но выглядят вполне прилично. И как раз на них видны небольшие складки. И то, как занавешены окошки на разных ЗИЛах из этой серии, сделано по-разному. И я вам показывал предыдущие ЗИЛы, у них немножко по-другому изготовлены эти элементы. И давайте для сравнения я вам покажу еще один ЗИЛ, только машину сопровождения, это модификация 41072 Скорпион. На эту масштабную копию я делал детальный видеообзор, кому интересно, можете найти старый видеоролик на моем канале. И у этой модели точно такая же картонная коробка, но отличается вкладыш. Вместо определенной личности тут изображен кортеж из мотоциклов, и на заднем плане мы видим лимузин Mercedes. Кстати, можно было подобрать фотографию и более раннего периода, когда ЗИЛ Скорпион использовался гаражом особого назначения. И давайте тоже распакуем эту модель. И как раз мы с вами можем сравнить, чем друг от друга отличаются два лимузина. И Скорпион интересен тем, что это необычная машина. Я думаю, второго такого лимузина с мигалками даже среди импортной техники мы в 43-м масштабе не найдем. Но если говорить о том, какая машина мне в целом больше нравится, то предпочтителен именно
ЗИЛ-41052. Тоже очень необычный автомобиль, еще раз повторюсь. На крыше присутствует сдвижной люк, установлены две мигалки, также есть поручни и подножки на боковых частях. И эти модели сделаны на разных пресс-формах, и также у автомобилей отличается задняя часть салона. У лимузина диван, а у этого автомобиля небольшие кресла. Их сложно рассмотреть, но они там присутствуют. И, кстати, если вы посмотрите на то, как сделано остекление, то машины тоже друг от друга отличаются. На бронированной версии более толстая окантовка, на варианте Скорпион более изящная, тонкая, как на обычном лимузине ЗИЛ-41047. Вот такие симпатичные масштабные копии, которые станут украшением коллекции, если вы собираете советскую технику. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал, там тоже регулярно выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.